Всем привет, это канал Loud Sound, но сегодня очень необычный обзор, потому что он вообще никакого отношения к автозвуку не имеет, однако имеет отношение к ПК, в частности к моддингу. Недавно возникла такая идея снять всю историю моих взаимоотношений с компьютерами, с приставками, с играми, с программами, там, как они у меня в работе были, в какие игрушки я играл, там, какие годы я задротствовал жестко. И для этого решил, сделать небольшой моддинг, потому что в данный момент мой компьютер выглядит, прямо скажем, обычно, назовем это обычно. Увидел, что компания HyperPC делает компы очень крутые, очень классные сборки. При этом то, что мне понравилось, они делают индивидуальные проекты там, с нанесением логотипов, и каждый комп у них отличается от предыдущего. Я к ним обратился не за халявой и попросил это реально оформить, потому что железки все есть, железки у меня здесь неплохие. Сейчас я вам про них вкратце расскажу более подробно про вот этот комп уже разбираемый. Вы увидите на канале HyperPC, подпишитесь обязательно на них, вот на них ссылка и в описании она. Ребята очень круто отнеслись, очень с такой, не то что ответственностью, а вот с креативом, то, что мне нравится. Обычно там обращаешься к кому-то, говорят, там нам нужна реклама, или наоборот, вот эти продавцы рекламы, сейчас блогеры, да, я там про вас не пукну бесплатно, обязательно там мне платите деньги, тогда я про вас скажу. Здесь ребята такие, круто, мы про вас знаем, ваши обзоры смотрим, сделаем вам индивидуальный дизайн ПК на хороших условиях, так скажем. То есть никакие, я им сказал, у меня карты есть, материнка, прод, все там есть. Они там сразу, мы там вот это заменим. Короче, я им сейчас в данный момент пакую и отправляю свой ПК в таком виде, в котором он сейчас есть. Вы увидите на их канале, что они с ним делают. А на моем канале потом выйдет очень интересный выпуск, в котором я расскажу, как я познакомился с компьютерами. Это было в 80-х годах, как в 90-х годах я жестко подсел на приставки, потом на ПК, как я работал в компьютерном клубе. Покажу, наверное, первое видео, которое я сделал. Первое видео Loud Sound. Этот выпуск, думаю, будет очень интересно, потому что мне самому интересно подытожить, ни много ни мало, 30 лет практически насчитывает вот история моего знакомства с компьютерами. Мне еще 10 не было, когда я увидел первый IBM PC XT без жесткого накопителя, тогда на 5.25 дискетах все это было. Была только ОЗУ и дискеты. Многие из вас понятия не имеют, о чем я сейчас говорю. Расскажу подробнее в вот этом обзоре, который выйдет после того, как ребята из HyperPC пришлют мне комп обратно. Сейчас вкратце скажу, вот рабочее место покажу. Про это все я тоже подробно в обзоре расскажу. Расскажу про вот эту красоту обязательно. Про рабочее место мое. Очень вкратце, чтобы была не какая-то интрига, чтобы потом было интересно рассказывать. Две 1080 Ti Aorus Gaming Edition, не простые, а там чуть разогнан. 860 блок. Кто там спорит, что нужен киловатт 200. Да, он нужен, когда ты включаешь Battlefield на 200%, все на всю. И в Ultra HD 3440 на 1440 со всеми настройками на максимум пытаешься это все запустить. 4 флешки памяти по 8 гигабайт Corsair, по-моему. Еще 2 я докупил, потому что узнал, что там прод что-то 4-канальный. Сказали, что 4 канала памяти будет быстрее. Все это херня. Память я разгонял, замедлял, поставил 2, 4. Все это говно. Ни на что это не влияет. Может, на какие-то бенчмарки. Я всегда все сравниваю в рендере. Все это будет потом подробнее рассказано про это. Здесь у меня стыд, позор. Это у ребят в HyperPC. Они вам все это подробно расскажут, покажут. Тут даже есть вот такое вот решение временное. Я им прям так и отправлю поржать. Он сейчас крутится, если что. Вот я его туда заткну, чтобы он прогонял здесь воздух. Вот кулеры у меня здесь 2, на видюхе 3, снизу 1, здесь на вывод 1, здесь на вход 2, и этот еще висит. Температура здесь поднимается до 85 градусов, когда идет рендер или играешь в игрушку. Вот, это на видюхах 82, по-моему. За 80 тут жарит. Когда здесь становится, это если вы еще не поняли, балкон переделанный в кабинет. Если здесь холодно по какой-то причине, я просто запускаю игру, и в принципе достаточно быстро помещение прогревается. Монитор не IPS, а так полный тюнинг. Стоит 50 тысяч, это AOC, лось их еще называют.
тоже про него подробнее расскажу. Если захотите то же самое с IPS, еще 50 придется давать. Ламповый усилитель самодельный, уши Sennheiser, тоже про все это подробненько расскажу. А сейчас я все это дело быстро замонтирую и отправляю ребятам. Следите за ними в соцсетях, я попрошу их, чтобы они держали вас в курсе, когда мой компьютер пришел, как они его увидели, как они офигели. Кстати, я вот не знаю, я их спросил чистить, они говорят, нет, отправляй так. Так что если меня троллить будут сильно, тут у меня по идее, сейчас посмотрим. Ну да, не самый чистый комп у меня, прямо скажем. Кстати, CD-ROM я удалил, он не нужен был, чтобы тот кулер приделанный туда дышал хорошо. Пожаловался ребятам на материнку, ужасно она мне не нравится, у меня вечная чехарда с USB, я не знаю, какой из них, 3.0, 2.0, один работает, другой не работает. Короче, с USB вечная какая-то дрочь в этом компьютере. Вот, ну и зацеплю, конечно же, игровую тему. У меня здесь есть еще вот такая штука от Oculus Rift. Расскажу про все эти приколы. Кстати, хорошая штука, но наигрался достаточно быстро. Подписывайтесь на канал HyperPC, ждите от них видео про мою сборку. Подписывайтесь на их соцсети, вот они тоже в описании. Ждите по моему компьютеру, если они что-то будут делать, выкладывать. Я их попрошу, чтобы побаловали вас какими-то новостями. Жесткие диски я им не отправляю, так что если вы ждете какую-то инсайдерскую информацию, секретную All Out Sound, вы ее узнаете. Но потом, когда они мне пришлют обратно мой комп, я вам расскажу, как у меня здесь что устроено, где, как я что сделал, почему я не люблю Mac. Расскажу, наверное, как я монтирую видосы, сколько они рендерятся. Пока ждете, пишите в комментариях к этому видео, что бы вы хотели узнать о моем ПК. А также, если вы сейчас хотите что-то порекомендовать мне, вот чтобы ребята в HyperPC услышали и сделали это обязательно. Не знаю, какая-то там новая М2 вышла там с сумасшедшей скоростью. У меня, кстати, М2 здесь стоит тоже жесткий, ну не жесткий, не знаю, твердотельник от Samsung, по-моему. Хороший, очень быстрый винт. Видите, старожилы, я до сих пор это винчестерами называю. Пишите обязательно комментарии, что улучшить, на что обратить внимание. Вот ребята тоже, я думаю, почитают, им будет интересно. Возможно, с вашей помощью компьютер соберут еще круче. Очень классный подход у ребят. Расскажу подробнее об этой компании. Я надеюсь, если все будет хорошо. Но учитывая вот их сборки для других блогеров, я не то, что не думаю, что все будет нехорошо, а думаю, мы сделаем такой небольшой даже опрос у вас, чей компьютер круче. Вот, пожалуйста, сборочка Академика. Можете зайти к ним, почитать про конфиг Академика. Что у него здесь стоит. Смотрите, у него проц, как у меня. А вот видюшка одна и не TI. Костик, ну ты же в очках, ну похож больше, чем я на задрота. Почему у тебя так? Почему так мало? Кость, корпус у него шикарный. И посмотрите, здесь есть и строчечки, и вот кожа или кожзам, я не знаю, что это сделали. Водянки нереальные на видюхах, на процесс. Ну все очень круто. Полазить у них на страничке, посмотрите сборки для других блогеров. Может, наоборот, предостеречь их от чего-то, чтобы мне также не сделали. Может, там, я не знаю, какие-то зашквары бывают в моддинге. Может, какое-то железо не рекомендованное. Пишите все это в комментариях обязательно. Реально нужны вот эти вот комменты, потому что я всегда был сторонником функционала. Мне вот по барабану как выглядит, но вот решил под такую историю, думаю, надо красивый ПК. Потому что это как бы будет такая на данный момент итоговая история моих взаимоотношений с компьютерами. И я думаю, комп должен быть, если не топовым в России, но одним из самых топовых. Все, всем пока, живите громко.